теперь пришло время изучить эффекты. Эффекты у нас представляют собой вот такой вот chain, состоящий из нескольких разнообразных эффектов. Здесь вот мы видим Hyperdimension, он работает как хорус или как вот этот унисон, что-то похожее, но имеет свой определенный характер. Давайте послушаем сейчас я. Ах да, я забыл совсем сказать, что здесь есть кнопочка меню, и самое важная сейчас на данный момент кнопка — это инициализация пресета, то есть он полностью сбрасывает пресет на самый стандартный и как будто мы открыли сервер с нуля. Далее можем видеть, опять же, мы включаем Hyperdimension. Здесь мы можем услышать, как он звучит. Нажимаю вот эту вот кнопку, это Bypass, пока что без эффекта и вместе с эффектом. Здесь также есть унисон. Здесь есть кнопка Retrig. Retrig, эта кнопка как бы сбрасывает фазу до нуля, как будто мы вот здесь вот фазу выставили в определенное значение, а рандомизацию отключили полностью. Можно слышать, как она работает без нее и с ним. Detune — это, опять же, это все очень похоже на унисон, я не буду задерживаться здесь. И это была Hyper, а есть Dimension, это также расширитель. Такой же расширитель, только работает немножко иначе. Вот, дальше идет дисторшены. Здесь можно выбрать определенный дисторшн, их много. Самый, наверное, ходовой — это Hard Clip, Soft Clip и Downsample. Downsample вообще звучит очень классно. Например, вот на таком звуке я выберу Basic Shapes, я выберу такой вот осциллятор, пониже его на 2. И давайте послушаем, как звучит Downsample. Так вот звучит этот дисторшн, и есть много разных, вы можете поэкспериментировать. Фленджер — это эффект, который, я думаю, многие должны знать. Фленджер, он как бы расчесывает наш спектр, и этот эффект можно увидеть вот здесь. Вот он вот так вот примерно выглядит. Я сейчас выключу, и звучит он вот так. Мы ничего не слышим, потому что у нас всего лишь один синус. Basic Shapes. Я переключу сейчас на пилу, и мы послушаем, как она звучит. Вот так звучит. Фейзер — примерно похожий эффект. Здесь через BPM можно настроить рейт, чтобы он синхронизировался с темпом. Хорус, мы уже это видели, только это хорус теперь глобальный. То есть этот хорус будет создавать эффект на все те звуки, которые приходят у нас вот на вход этих эффектов. И у него определенный есть свой характер. Это похоже на унисон, но это не унисон. Также дилей, я думаю, понятно. Компрессор, наверное, самый известный компрессор в мире. Он работает почти так же, как OTT, если включить его. Он прям вытягивает звук на максимум. Здесь настройка компрессора. Сегодняшнее видео не об этом. Если вам интересно узнать про компрессоры больше, пишите об этом в комментариях. Я обязательно сделаю на них обзор. Здесь ревер. Я думаю, тоже понятно. Здесь эквалайзер. Он чаще всего используется для того, чтобы срезать ненужные частоты. Но и также может быть где-то как-то выделить определенные группы частот. Вот так. И в конце сам фильтр. Фильтр, такой же фильтр, как и здесь. Точно такой же. Только он фильтрует прям все, что попадает на FX. И самое главное, мы можем комбинировать несколько разных эффектов, а также менять их расположение. Если нажмем на левую кнопку мыши, мы можем менять их расположение вот так. И все это будет звучать совершенно по-разному. Например, мы можем Hyperdimension поставить, потом фильтр, потом какой-нибудь компрессор. Но компрессор, скорее всего, будет в конце стоять, потом фейзер, неважно. Важно то, что здесь меняется положение их. Далее, теперь пришло время рассказать про матрицу.
матрицы, это у нас матрица. Здесь можно выбрать source канал, то есть это канал, который будет что-то делать, например, LFO. И здесь можно выбрать destination, это на что наше LFO, наш source канал будет влиять в дальнейшем. Например, я хочу, чтобы первое LFO изменяло master tune. То есть это master tune, глобальный тюн всего синтезатора. Сейчас он звучит вот так. Мы ничего не слышим, потому что надо вот это вот поправить. Например, я поставлю 12. Вот, мы видим, что изменилось. Дальше можно настроить curve, опять же, так же, как и вот здесь при модуляции апартамента. Очень много всяких интересных штук. Type это, если помните, я говорил, если нажать на Alt, Shift и потом левую кнопку мыши, то меняется полярность. То есть может в минус и плюс идти, а может только в плюс. Вот это оно и есть. Можно вручную отсюда изменять. Также, если мы вешаем, например, другую LFO или ADSR на какой-нибудь другой параметр, этот параметр появляется в Matrix. Вот он появился. Мы сейчас второе LFO повесили на громкость осциллятора и поменяли его, например, вот положение на максимум. Вот здесь оно тоже меняется, на максимум стоит. Если вот прям 100% выкрутить, вот здесь оно тоже будет 100%. Или же на 0. И вот здесь он тоже будет почти в 0. Также есть мод. Здесь у нас bypass, то есть если он не будет работать вообще. Давайте проверим. И bypass нажимаю. Не работает вообще. Inf. А вот по поводу inf, я не знаю, кто в курсе, пишите, пожалуйста, что это такое. Я нашел, что такое inf. Это то, как будет aux source влиять на нашу, получается, на нашу LFO 1. Aux source это то, что влияет на силу нашего вот этого source канала. То есть, если, например, у меня LFO 2 выкручено вот на максимум, то он работает как обычно. А если на минимум, то он как бы вообще не работает. То есть наша LFO 2 указывает то, насколько сильно и насколько быстро будут меняться параметры нашего влияния LFO 1 на Master Tune. Надеюсь, понятно. А output это, ну, соответственно... Output это то, насколько сильно будет влиять наш, опять же, параметр LFO 1 на Master Tune. То есть параметр source на destination. Curve это, опять же, наша, та же самая curve, их здесь несколько. Вот здесь можно отсортировать по каналу, отправочному каналу, по адресу назначения, по каналу назначения, log matrix. Здесь можно заблокировать матрицу, то есть, несмотря на то, что мы будем менять вот эти вот пресеты, да, матрица сама будет оставаться на месте. Create vibrato это unused LFO на pitch via wheel. То есть мы можем создать вибрато за счет неиспользованных LFO. Это получается, ну, примерно вот то же самое, что мы здесь сделали. И вот это вот очень важная, я считаю, кнопка. Это когда он velocity применяет к громкости глобальной громкости нашего мастер-канала. То есть опять же, как я говорил, если слабо нажать, то громкость низкая, если сильно нажать, громкость высокая. Вот, это очень-очень удобно, я считаю. А параметров матрицы может быть много, и я думаю, что этого достаточно для того, чтобы создать какой-то крутой пресет. Далее мы переходим на вкладку Global. Здесь сразу мы видим вот такие вот крутилочки. Это все то, как будет наш унисон, вот здесь, вот этот вот самый унисон, вести себя. То есть в зависимости от рейта, в зависимости от BPM Sync, SNH. Сейчас почитал и узнал, что он регулирует параметры определенные за счет того, что у нас звук на выходе был или не был. Это моно, в принципе,
Здесь объяснять я не вижу смысла никакого, просто знайте, что оно здесь есть и что оно влияет на звук определенным образом. Нету никаких советов даже у меня по этим настройкам. Поэтому, если кто-то знает, пишите, а так я не в курсе. Это также влияет на унисон. Вот эти параметры также влияют на унисон, они меняют его поведение, также и width, ширина и range, да, на то, насколько широко он будет. Вот VT Position, Stack и мод, здесь разные моды есть, линейный, супер, экспоненциальный, это какие-то рандомные, в общем, каждый параметр влияет на то, как звучит унисон. И давайте послушаем, например, я сейчас сделаю 12 голосов, вот, у меня по стандарту было, по-моему, здесь 2-2, 100-100, так, я вернул настройки и сейчас послушаем, как он звучит. Вот, а если я сейчас range на 8 поставлю и мод на супер, он будет звучать вот так. Ну, то есть слышна большая разница, да, и в зависимости от этого мы можем выстраивать определенный звук. Здесь, далее, Preferences — это настройки непосредственно самого серума. Здесь можно выбрать стандартную форму. Вот здесь мы переключали вручную, а здесь можно выбрать, какая форма будет отображаться при открытии серума самого. То есть либо 2D форма вот эта, либо 3D форма вот эта. Далее Piano Keys Hidden by Default. Это значит, что вот эти вот Piano Keys, они скрыты по дефолту. Но я не вижу смысла это скрывать. Не знаю, может кому-то нужно. Limit Polyphony to one of any note number. Это лимит полифонии на одну из любых нот. Я не знаю, что это такое. Здесь можем залочить количество полифонии на каждую ноту. Здесь Show Help Tooltips. Это вот я когда навожу на параметр, видите, подсказка вылезает. Если это выключу, то эта подсказка вылезать уже не будет. Я, пожалуй, оставлю сейчас. Show values when adjusting controls. Это значит, он показывает значения, когда я поправляю какие-то controls. Например, я повесил LFO вот здесь и меняю LFO, и вот он показывает мне, что 40, например, 60, это вот оно. Если я выключу, то ничего он не показывает. Вот эти три кнопочки я пропускаю, потому что они не нужны, я считаю. Двойной клик на изменяемых значениях, это значит, что если мы два раза нажмем на каком-то параметре, мы можем написать ему какое-то определенное значение. Минус 25, вот он, минус 25 встал. Здесь двойной клик, чтобы reset сделать, вместо изменить. Вот мы два раза нажимаем, и он, получается, стандартным становится. Да, вот, то есть написано двойной клик для ресета. Mod will и VT pause when VT editor is open. Получается, если у нас вот этот вот VT editor включен, то нашим колесом модуляции становится как бы колесом, которое изменяет положение wavetable. Да, положение формы волны. Далее, Disable Mouse Wheel, это значит, что колесо нашей мышки, оно будет изменять определенные параметры. Но это требует reopen, я сейчас reopen не буду делать, то есть не буду закрывать, открывать серум, поэтому нету смысла, я не вижу смысла в этом. MPE Enabled by Default, это значит, что MPE это мультиполифония, она включена как бы по умолчанию при открытии серума. Да, и Ask Before Preset Change on Edited Presets, это значит, что если, например, мы какой-то пресет открыли и поменяли его, то прежде чем сменить на следующий пресет, он у нас спросит, хотите сохранить его или нет. При этом все, если мы выбрали определенный параметр, который нам нужны, здесь есть кнопочка «Сохранить», мы ее сохраняем, и каждый раз, когда мы будем открывать серум, у нас вот эти настройки будут по дефолту. Далее, настройки осциллятора, здесь можно включить или выключить следование высоты осциллятора за нотой, то есть если мы это включим, это будет звучать вот так. А если выключим, то какую бы мы ноту ни нажали, он будет звучать вот где-то там внизу. Включу. Это у нас качество осциллятора. Чем больше, тем
качественнее, но при этом теряется производительность. То есть больше нагрузка на процессор. На 4X очень высокая нагрузка на процессор, поэтому по умолчанию 2X стоит, а вообще можно на 1X поставить, но мы потеряем сильно качество. Вот, Noise Fine — это небольшая настройка высоты тона нашего Noise осциллятора, вот этого. Но я не думаю, что это нужно. Это глобальный тюн. Может быть, вы слышали. Настройка 440, либо же 432. Кому как лучше, кому как приятней. Вот, говорят, что 432 это медитативные какие-то ноты, но я в это не верю. Здесь можно заблокировать это все. И я думаю, что на этом мы почти закончили. Единственное, я забыл упомянуть, во-первых, то, что здесь сохраняются пресеты вот этой кнопкой. То есть мы изменили какой-то пресет, да, поменяли и хотим сохранить. Мы нажимаем на эту кнопку «Сохранить» и выбираем далее, куда эти пресеты будут идти. Также в меню в этом выпадающем списке очень важная кнопка — это Show Serum Presets Folder. То есть эта кнопка откроет путь, где наши пресеты серумовские и wavetable и noise лежат. Вот здесь, например, он открыл Serum Presets, вот здесь наши noise лежат, здесь можно сюда добавить свои noise, здесь пресеты, вот здесь юзерские пресеты, здесь даже подсказочка такая, save your presets here, то есть сохранить свои пресеты здесь, и также можно вот таблицы, здесь юзерские таблицы, сохранять отдельно, они появятся вот здесь в юзерах, и также пресеты здесь. Я очень надеюсь, что это видео было вам полезно. Если что-то понравилось, пишите в комментариях. Не понравилось, тоже пишите в комментариях. Будем разбираться и становиться лучше вместе. С вами был Макс, это канал Музыкальный Помощник. До скорого. Да блин, что же такое-то?